Всем привет, меня зовут Мартин, на Интерпланетаре у меня будет никнейм Captain Venge, я вас всех приветствую. Сегодня я вам расскажу немножко о себе, о своей армии в Infinity, о своих ожиданиях от этой игры, о том, как я в нее пришел и то, что я хочу получить от Интерпланетаре. Первый человек, которому я написал по поводу этой игры, это Максим Кселос, один из игроков нашего русского комьюнити, который мне посоветовал обратиться к Егору, который играет под ником Ghost of War. Увидел я Infinity лет 6 назад. Пришел я в наш клуб в центре Москвы, назывался он Феникс, такой подвальчик с несколькими комнатами, столами, играли там в основном в Аку. И иду в дальнюю комнату, и там сидит Ваня, Макс, Сайфер, и какую-то игру обсуждают новую. О чем вы разговариваете? Вот Infinity, скирмиш. И что это? Ну, мне рассказали про киберпанк такой забавный. Пришел мой друг Витюша Сайфер и сказал, вот, мол, есть такая офигенная игра, братан, и надо играть. Она надо до 20-х. Что? Сказал я. Ну, надо 20-х, ну, кубика, знаешь, как в ДНД. Что, наверное, здорово будет для своей ИГ вот из мусульман собрать себе Звот Аль-Рахима, таких, знаете, пустынных парней. Посмотрел повнимательнее. Вдруг увидел армию, в которой вот сразу влюбился, вот сразу понял, вот мое. Это были ассасины. Там ассасин Баграм, все пафосно, круто, дядьки в шлемах, штурмовики, религиозные воины и так далее. И просто спустя пару дней, не думаю, купил их старт. Алеф. Суперкомпьютер, который всех контролирует. Давайте попробуем. Армия, за которую я играю, это Панокеанский секториал, Military Orders. Вы спросите, наверное, почему? Ну, потому что как можно не любить и не играть за отмороженных религиозных фанатиков, которые ходят в тяжелой броне, поливают все вокруг огнем из тяжелых пулеметов и прочих тяжелого вооружения, и все это делают во имя Христа. Ну, по-моему, это гениально, вот серьезно. Ну, на самом деле, причина была немножко другая. Тогда я еще даже не знал правил Infinity, но уже тогда я решил, за какую армию буду играть. Все потому, что в данной армии очень мало моделей, у которых есть лица. А у меня всегда были проблемы с покраской лиц. Это ладно. Поэтому я ее выбрал, и со временем, ну, как мне кажется, я научился в нее играть, что мы, кстати, с вами проверим на Интерпланетаре. Я ее искренне люблю, мне нравится находить в ней что-то новое для себя, или находить какие-то вещи, в которых я не очень все хорошо понимал, и из-за этого старался исправлять свою тактику, свои принципы написания ростеров и подобные вещи. То есть мне нравится именно развиваться в плане этой армии. Потом после Феникса настал другой момент, не менее интересный. Тогда контора, продававшая солдатиков вообще в Москве, и в частности Infinity, открыли большой магазин. Причем, я когда увидел этот магазин, я подумал, что, наверное, копанули салон Мерседеса или BMW. Потому что вот это серьезно классическое здание, где продают фирменные автомобили. Там были невероятно крутые продавцы, которые были отзывчивые, спокойные, веселые. С ними можно было вообще поспорить, пив попить, пообщаться и так далее. Магазин этот назывался Цех, это типа сокращение от Центр Хобби. В этом цехе мы просидели пару лет. Хороший был магазин, совмещенный с клубом, хорошие продавцы. Можно было у них заказывать миниатюры, через них. Соответственно, был большой ассортимент в самом магазине, ну и вот тут Infinity развивалась. Мы и террейн начали увеличивать, количество турниров начали хорошие проводить, новички приходили, все было хорошо, вармашина не мешала, вахи было немного, но от них мы брали еще людей сверху, хорошо было. Длилась эта идея пару лет, а потом какие-то финансовые проблемы у этого магазина возникли, и он не закрылся, он переехал в другое место. Не сильно далеко от метро он был, но помещение стало намного меньше. Раза, наверное, в 4. Помнится, тогда мои первые 3 тренировочные игры были единственные, когда я у Егора выигрывал вообще в эту игру. Потом он меня позвал уже в клуб Цех, который был первым таким основным клубом для Infinity Community московского. Вам вкратце могу описать это помещение. Это был магазин настольных игр и варгеймов, в котором была маленькая комнатка, точнее даже проходная, в которой было от силы 4 стола и много-много-много холмов от Вархаммера, на которых мы и играли.
К сожалению, тогда у нас было не очень много террейна, но мы как-то справлялись, даже проводили турниры. Первый крупный турнир, в котором я участвовал, был на Дне игры. Это ежегодное мероприятие в Москве по настольным варгеймам. И тогда у меня еще даже не было своей собственной армии, поэтому армию мне дал поиграть один из моих друзей и игроков нашего комьюнити, Лас. Его армия состояла из классического общего листа Панокеании, а может быть это была не Атера, это, наверное, не так важно. Я помню, что там был Армкав, Аквила, Свиз и пара Ауксилий. Это все то, что именно я помню. Ну, в общем, тот самый набор, который в то время никому не нравился. Ну, кроме игроков за Панокеанию, конечно же. Это был мой первый турнир. На первой игре на первом туре я встретился с Иваном под никнеймом Darkness. И как проходила наша игра? Перед расстановкой Ваня мне сказал все очень просто. Он говорит: Мартин, ты, наверное, не знаешь, как за это играть. Но, в общем, сейчас я у тебя выиграю, и потом расскажу, как за это выиграю. В принципе, так и было. Ваня, по-моему, меня вынес за 1,5 хода, после чего ему просто сказал: Иван, забей, пойдем покурим на улицу. Да, и тогда уже Ваня меня объяснил, что нужно сделать этой армии, как она играет, как она стреляет, что она делает в таких ситуациях. Ну и в итоге я занял 4 место на том турнире и взял лучшего новичка турнира. Да, прям первый турнир, который мне очень запомнился. Сейчас же мы играем в клубе под названием «Настолье». У нас уже нету таких уж прям проблем с террейном, ну, как вы сами видите, уровни поднялись. И здесь проходят наши турниры, здесь мы просто собираемся поиграть, пообщаться, ну и в том числе снять это видео. Вдруг нас пригласили из клуба «Настолье». Нам сказали: ребят, мы хотим двигать альтернативу. Если хотите, давайте мы будем двигать Infinity с вами. Мы вам выделим столы, место, там со временем поможем с террейном. Но, ребят, приезжайте, посмотрим. Мы сначала к этому отнеслись как-то скептически, просто потому что никто нам никогда такого не предлагал. Где собака-то зарыта? Денег хотят? Рекламы? Вот давайте съездим, посмотрим, ничего от этого плохого не выйдет. От того, что мы посмотрим, мы всегда сможем сказать нет. Мы приехали. Смотрели, хорошее помещение, сразу договорились с администрацией местной. И первое, что мы здесь сделали, сразу провели турнир. И это так получилось, что был самый крупный наш турнир. Мы собрали 20 человек, для Infinity это было много, да и до сих пор много. И мне запомнился тот турнир тем, как я прихожу с утра, вижу уже человек 10, регистрирую их, ставлю столы. Тут приходит следующий. Я говорю: ну хорошо, давайте тоже запишем. Потом следующий, 12-й, 13-й, 14 столов начало не хватать. Я такой: ну давайте поставим еще один. Наскребли какой-то террейн, поставили стол, пришло еще 2. Я нашел где-то еще стол, еще террейна, еще 2, еще 2. Так набралось 20 человек. И последнее, что я помню, это мой крик через весь клуб с фразой: «Тимур, найди мне стол». А он мне отвечает: «Где? Да мне по барабану, роди его!» Вот это был, наверное, самый замечательный наш турнир. Ну и, собственно, первый ивент в новом клубе «Настолье». И с тех пор мы тут и осели. Мои ожидания от Interplanetary — это, во-первых, конечно же, получить удовольствие от игры, потому что одно дело играть всегда в рамках своей меты, то есть нашей московской меты, а другое дело увидеть мету зарубежную, совершенно другие тактики, другие ростера, другие комбинации юнитов. Также, конечно же, очень хочется победить. Ну, ладно, победить это может быть очень громко сказано, но как минимум выйти в топ-16 этого турнира. Это будет моей целью минимум, к которой я буду стремиться. Ну и также познакомиться с огромным количеством хороших людей, с которыми я буду играть, которые будут разделять со мной наш самый главный интерес, который нас всех сюда привел, а именно любовь к этому замечательному варгейму. Хочу посмотреть на красиво покрашенные, хорошо сделанные армии. Потому что мы все знаем то, что в Infinity одна из самых лучших детализаций и одно из самых лучших полей для покраса. На первый турнир, конечно, не попали, жалко. Ну, там был Ваня. Он нам про это и рассказал. Говорит, что на втором надо обязательно всем поехать. Ну вот мы и собрались. Нас в итоге 5 человек. Армия у нас готова. И чего мы ожидаем? Ожидаем мы, конечно, много хорошей игры. Потому что это все-таки Европа. В основном, правда, испанцы, но американцы, французы тоже всякие приедут. И хочется познакомиться, что это за метагеймы, чем они играют, как они, какие у них были проблемы, что у них павер, что у них не павер.
И, конечно же, хочется увидеть новый контент. Хочется хотя бы слухи посмотреть, что будет дальше с третьей редакцией, что будет с моей армией, что будет вообще с Infinity. Ждем, естественно, ролевую систему. А год назад, где-то зимой, в феврале, я увидел в Фейсбуке объявление. Оно было такое достаточно коротенькое, там одна строчка была, типа, будет большой турнир в Испании. Официально большой турнир, там Корвус Белли, вся фигня. Я думаю, круто, надо съездить. Подумал, посовещался, решил, что поеду. За месяца 2 до турнира открылась регистрация. Я подал заявку. Поговорил с несколькими людьми, говорю, вот, мол, турнир в Испании, играть в Infinity, да, круто, можно было съездить. Прошел еще месяц, и я выяснил, что еду я один. Так получилось, что я поехал сначала в Германию, из Германии я потом прилетел в Испанию, переночевал в Мадриде, сел в самолете до Вига и полетел. Я помню, я выходил из... Я уже вышел из рейса, перешел в аэропорт. Благо у меня из вещей был всего лишь один рюкзак. Я думал, ну, неплохо. И тут я замечаю дядьку, который стоит на выдаче багажа. И он мне кажется поразительно знакомым. Причем даже не он, а вот эмблема на его футболке. Я думаю, ну ладно, наверное, мне показалось. Выхожу. Меня встречает такой невысокого рода испанец. Где-то 1,70 м. Он стоит в футболке, он стоит в черной футболке и держит в руках книжку от Infinity. Я подошел к этому господину и говорю, привет, я Ваня, из России. Очень приятно, Фернандо. Давай подождем еще Иэна и поедем. Я говорю, хорошо, а куда мы поедем? В офис Корвус Белли. Ну, мы сначала вас отвезем туда, пообщаемся с вами, потом придем. Я просто не поверю, что это сейчас происходит именно со мной. Потом выходит этот мужик, который мне показался знакомым. И действительно, это оказался IGW с форума, который один из... который британский варкор, и чье имя, кстати, есть в рульбуке, в основном, как тестера. Мне провели экскурсию по самому Корвус Белли. Показали, где льются миниатюры, показали формы, показали склад. Показали офис, показали книжки с артами, которые до этого рисовались, рассказали, что и как они делают. Помимо меня, из иностранцев там присутствовали 4 американцев и 1 англичанин. Американцы, сколько было, там вообще уже неделю жили и просто знали уже Вига и Кангас как свои 5 пальцев. Во всем ориентировались, со всеми легко общались там, и совсем легко бухали. Следующие 2 дня я запомнил, наверное, как лучшие, наверное, один из лучших турниров. С меня просто сдували пылинки. Сотрудники Корвус Белли подходили и спрашивали, надо ли сходить в магазин, нужна ли мне вода, нужно ли мне постоять рядом со мной, потому что вдруг оппонент не знает английского, и надо ли ему что-то объяснить. Надо ли как-то помочь. К середине первого дня они поняли, что помощь не нужна. Мы спокойно контактируем с людьми, даже которые говорят по-английски очень плохо, и спокойно, хорошо играем. Это был очень классный экспириенс. И тогда на Interplaneter нам впервые рассказали, что будет такая вещь. Ну, как бы слухи ходили-то давно, но нам впервые действительно сказали, что будет 3-я редакция. Новая книжка, она тогда... Это как взрыв бомбы был. Новые правила. Теперь это все так будет, а не вот так. Теперь это вот это, то, а не вот так. Это было очень сложно. Всякий раз в Корвус Белли есть одна отличительная черта. Они говорят правду, но не всю. То, что додумывается, зачастую звучит как бред. Но когда вот это что ранее было додумано, выходит, оно выглядит на редкость органично и понятно, как часть игры. Я надеюсь, что Корвус Белли будут продолжать развивать свою игру, что в нее будет играть все больше и больше народу, что там турнир Вига будет, в нем будет там 200 человек, 400, 1000, весь Китай приедет играть. Я стараюсь не забывать, чем эта игра была, есть, я надеюсь, будет еще долгие годы для нас. Потрясающим хобби. Увидимся с вами. Это был Мартин, ник Captain Venge, и до встречи на Interplaneter.
попробуем выиграть этот турнир.